Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. 25-я овечка, 26-я овечка. Наталья Васильевна считала овечек уже по второму кругу, но сон к ней сегодня так и не приходил. Вообще, бессонницей женщина не страдала. Наталья Васильевна была активной. Вставала ни свет ни заря, была старшей по дому, занималась шведской ходьбой, посещала раз в месяц бассейн, а также занималась благоустройством придомовой территории и следила, чтобы ребятня не рвали цветы на клумбе. Поэтому со сном проблем не было. За день так набегаешься, до кровати подойти. Все это она взвалила на себя, чтобы не оставаться одной и хоть что-то делать. А ведь когда-то в этой квартире было шумно. Помнит, как ее маленькая Машенька делала первые шаги, и они с Петром Ивановичем смеялись от счастья. Потом была школа, и вот уже выпускной, выбор института и прощение у автобуса. Родители были счастливы и обеспокоены, провожая дочку в другой город. Но все было хорошо. Машенька закончила институт и вернулась домой с красным дипломом. Родители очень гордились дочерью. Она устроилась на хорошую работу, но семьей так и не обзавелась. Все смеялась, что успеет, но не успела. Пьяный водитель влетел в остановку с людьми. Вот так и не стало их Машеньки. А еще через год умер и Петр Иванович. А вот Наталью Васильевну Господь забирать не спешил. Так она и жила, одна в свои 68 лет. Были, конечно, у нее братья, но они еще старше и в гости уже почти не захаживали, только по большим праздникам. Сегодня она сама не понимала, что с ней такое происходит и почему она не может уснуть. Уж и овец по второму кругу пересчитала, а все без толку. На улице шел сильный дождь, и женщина решила, что причина именно в нем. Встала Наталья Васильевна и пошла на кухню. «Вот сейчас чайку с ромашкой попью?» И точно засну, шептала она по дороге. Накинув плед и налив себе чай с ромашкой, она устроилась у уютного окна. Конечно, она понимала, что смотреть там особо некого, все-таки второй час ночи, но привычка есть привычка. Как только она взглянула в окно, то вскрикнула и зажала рот рукой, побоясь, что соседи услышат ее крик. На улице, напротив ее окна, сидела девушка. Она промокла до нитки. Наталья Васильевна накинула плащ, прихватила зонтик, сунула ноги в сапоги и поспешила на улицу. «Ты почему здесь сидишь? Ты же заболеешь!» – кричала женщина девушке. Но та только взглянула на старушку и снова отвернулась. Подойдя ближе, Наталья Васильевна схватила девушку за плечо и обомлела. Она прижимала к себе маленького ребеночка. «А ну, живо вставай, непутевая!» – скомандовала Наталья Васильевна. «О себе не думаешь, о ребенке подумай. Быстро пошли ко мне. Отогреешься, обсохнешь, а утром решим, что с тобой делать». Девушка не сопротивлялась и не перечила, а покорно пошла за Натальей Васильевной. Дома она заставила девушку снять с себя всю мокрую одежду, отправила ее под горячий душ и дала свой новый халат, который лежал у нее на особый случай. Малыша тоже завернули в сухое теплое одеяло. Когда девушка отогрелась, поела и накормила малыша, и они уснули. Наталья Васильевна еще долго сидела и думала, что же такого могло произойти, чтобы молодая девчушка оказалась с младенцем на руках, но решив, что утро вечера мудренее, она тоже отправилась в спальню. На следующий день Наталья Васильевна проснулась поздно и первым делом пошла проверить, как чувствуют себя ее ночные гости. Открыв дверь комнаты, старушка была изумлена. Кровать аккуратно застелена, а ночных гостей как не бывало. Наталья Васильевна выглянула в окно. Дождь на улице прекратился. Конечно, глупо было ожидать увидеть ее вновь на лавочке, но проверить все-таки нужно было. Лавочка была пуста. Девушка ушла. Позавтракав, Наталья Васильевна отправилась в магазин за хлебом и молоком. По дороге она встретила соседку и рассказала ей про свое ночное приключение. «Васильевна, и не боишься ты в дом кого попало пускать? А вдруг ограбят?» «Ой, Ленусь, кто ограбит? Еле живая девчушка с ребенком. Да она сама еще ребенок. Ты бы ее видела, кожа до кости». Так, незаметно, за разговорами, они дошли до продуктового магазина. Купив все, что нужно, на выходе Наталья Васильевна услышала плач младенца и встала как вкопанная. Неподалеку, к ней спиной, стояла нищенка и просила милостыню. Ни минуты не раздумывая, старушка отправилась к ней. Меньше всего в своей жизни она верила в такие совпадения. В нищенке она узнала свою ночную гостью. Девушка отвернулась, опустив голову, и попыталась уйти.
но Наталья Васильевна ее остановила. «Ты куда направилась? Почему сбежала и не разбудила меня?» «Неудобно было, понимаете?» – пробурчала девушка. «Мы вам и так доставили кучу неудобств, поэтому будить я вас не стала. Вы уж извините». «Почему ушла? У меня не понравилось», – продолжала наступать женщина. «Здесь лучше». Девушка промолчала и только отрицательно помотала головой. «Пошли», – скомандовала Наталья Васильевна. «Куда?» – удивленно прошептала девушка. «Чего раскудахталась? Пошли, говорю, ко мне. У меня поживешь. Самостоятельная». И женщина пошла вперед, не принимая никаких отговорок. Девушка потопталась на месте, но, посмотрев на мирно спящего у нее на руках малыша, пошла следом. И вот они опять на теплой кухне, вкусная еда, и теперь уж разговоры по душам. «Ну, рассказывай», — начала Наталья Васильевна. «Кто ты? Откуда? Почему с ребеночком на руках на улице? Я слушаю». Женщина сложила руки на груди и с любопытством посмотрела на девушку. «Зовут меня Алена», — тихонько начала девушка. «Мне 20 лет. Из дома сбежала вчера. Сил больше не было терпеть, понимаете?» Алена взглянула на Наталью Васильевну. «Мы всегда жили с мамой вдвоем. А недавно из тюрьмы вернулся отчим. Он отсидел 15 лет. Представляете? Стали пить с мамой. Мама раньше выпивала, но не запоями. Всегда на работу ходила, дома всегда чистенько было. А как отчим вернулся, стали пить беспробудно. Он меня, пока я была беременной, не трогал, а как родила, стал приставать. А недавно пьяный ввалился в мою комнату, что-то орал, я так и не поняла с испугу, огрела его светильником, наспех одела, что было, одела Мишеньку и сбежала. Возвращаться боюсь, он покоя не даст, а что делать не знаю». Девушка замолчала, утирая глаза, мокрые от слез. Наталья Васильевна молчала, она не знала, что ей сказать. Она вчера ночью много версий в голове перебрала, но такого безобразия ей в голову и не пришло. «А что же твоя мама?» «А что мама? Она пьет вместе с ним, говорит, что любит его, что он хороший. Просто ему в жизни не повезло». Наталья Васильевна покачала головой. «Девонька, ты, главное, не отчаивайся. Поживи пока у меня, а там видно будет. У меня же никого нет. Я всех схоронила. И дочь, и мужа. А ты мне как дочь будешь. Да и маленьких я давно на руках не держала, не нянчила. Вы мне только на радость будете. Будешь мне по дому помогать». «Правда? А так можно?» Лицо Алены первый раз озарила улыбка. Наталья Васильевна кивнула. «Конечно. А кто ж нам запретит-то?» «Наталья Васильевна, вы просто чудо. Конечно, я согласна. И Мишенька согласен». Алена звонко засмеялась. А Наталья Васильевна поймала себя на мысли, что так давно в этой квартире не звучал смех. Но теперь-то все изменится. Теперь она не одна. Алена осталась у нее. Когда Мишеньке исполнилось 2,5 годика, он пошел в садик, а Алена устроилась на работу. Наталья Васильевна очень полюбила эту искреннюю и добрую девушку, которая и правда смогла заменить ей дочь и наполнила ее жизнь счастьем. А Алена продолжала помогать своей благодетельнице и даже не подозревала, что на нее уже составлено завещание. Наталья Васильевна не могла позволить, чтобы после ее смерти братья выгнали девушку на улицу. Друзья, как вы думаете, правильно ли поступила Наталья Васильевна? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До свидания.